Человечность необходимо преодолевать, иначе мы друг друга убьем, изнасилуем, а потом, что самое обидное, сожрем. Потому что человек по природе своей, конечно, каннибал. Это была всегда самая легкая добыча. Ближние, ведь зачем стаи организовывались? Стая – это хороший запас еды. Чем больше здесь трезвости, рассудочности и понимания того, до какой степени Хома подлая, похотливая, агрессивная и вороватая тварь. Я тоже могу издать такой же звук, и он будет означать то же самое. Слово «любовь» – это такое слово литературно-декоративное, которое было введено для… сперва необходимо было как-то ввести эту дикую похоть этих тварей в какие-то разумные рамки. Да? Это было сделано с помощью так называемого института семьи. Он дорого обошелся человеку. Почему? Я думаю, что институт семьи убил гениев больше, чем все концлагеря инквизиции. Естественно, да, просто потому что Хома и так достаточно имеет дерьмовый мозг. Но… А чего вы смеетесь? Чего вы смеетесь? Про дерьмовый мозг. А вы считаете, что существо, которое через 5500 лет своего сознательного, зафиксированного существования продолжает убивать друг друга на войнах, в лексиконе у которого существуют понятия фараон, солдат, президент, полицай, произвол, изнасилование, да? Это разумное существо? Нет. Мозг действительно очень дерьмовый. Мозг вообще был изготовлен, если вам смешно, я вам объясню. Мозг был изготовлен для нужд того, что мы называем пятикантропом. Да? Он сложился, сформировался как раз в миоцене, в плейстоцене. И человек позднейший, человек социализированный, получил его в том виде. И одним из парализующих его мерзость институтов была правильно придуманный институт семьи, безжалостный, который отчасти перечеркнул надежды этого вида на развитие, нормальное развитие, научное, потому что по разным причинам семья может быть не самая главная причина. По разным причинам примерно 99,9 мозгов этого существа идет в чистый отход, в чистую помойку. Они ничего не дают для развития. Они не открывают физических законов. Они не занимаются тем, чем следовало бы заниматься Хомо, если он хочет выжить на этой планете. Что такое для вас идеальная жена? Есть ли у вас какое-то представление? Или разумеется, своим? Есть, потому что жена, это, помимо всего прочего, это еще и социальная роль, и физиологическая роль, и физическая роль. И с учетом омерзительных наклонностей Хомо, это человек, который изначально относится к отношениям как к работе. Да? И понимает, что… муж не относится? А муж не относится? И муж обязан относиться, потому что если отношения не будут работой с двух сторон, они не состоятся. Да? И больше всего браков распалось, и больше всего несчастных, скажем так, людей в этом смысле, именно по вине так называемого понятия любовь. Потому что ведь эти дураки думают, что есть какое-то высшее волшебное свойство, которое их убережет от проблем, которое решит за них элементарные проблемы совместимости между двумя очень агрессивными существами, каковым является Хомо. И вообще к этому всему, конечно, нужно подходить предельно трезво и предельно рассудочно. И только предельная рассудочность, трезвость и понимание того, что брак – это тяжелая работа по конструированию, созданию лепки отношений. Такое имеет право быть. А поймите, да, там мальчик и девочка, которые вдруг стеклись, потому что им мучительно захотелось потрахаться, и они решили, что именно это и есть их избранник. Конечно, должно быть нечто, что является приманкой, да, друг в друге. Должен быть определенный статус самца и определенные параметры самки. Это работает на то, чтобы произошел этот контакт и заварилась бы эта возможность начать какие-то отношения. Но, как правило, все уповают на любовь и не предпринимают всяких дополнительных усилий для сохранения этого союза. Поэтому мы имеем то бешеное количество разводов,
бессмысленную, безостановочную пьяную еблю по всем углам, которая разрушает отношения и, скажем так, лишает их того флера, когда человек, по крайней мере, имеет право на какую-то иллюзию, что другой человек является его собственностью. Хорошо, тогда что лежит в основе семьи? Что должно лежать? Выгода. В идеале. Выгода, То есть выгода. брак по расчету. Так, а Старый любой брак добрый. – это брак по расчету. Любой брак, если это брак не по расчету, он не выдерживает испытания временем. Либо только где-нибудь в художественной литературе, которая много врет про человека. Ну, на самом деле все есть расчет. Все есть расчет, но это же не примитивный расчет в копейках, в рублях или в тарелках борща. Это гораздо более глубокий расчет. Глупо думать, что союз двух людей – очень сложный продукт. Может быть сделан не по технологиям, не по каким-то разумным и уже выработанным лекалам. Что будет с институтом семьи? Как вы считаете, он изжил себя? Нет, просто без института семьи у Homo очень мало шансов, скажем так. Почему? Ну, потому что мы не забываем, что мы имеем дело, опять-таки запеваю ту же самую песню, с чрезвычайно похотливой тварью. Понятно. И отношения, их необходимо нормализовывать, их необходимо принудительно разбивать на пары, создавая для них иллюзию, что эти пары и являются для них принципом и смыслом существования. Они легко верят в эту ахинею и легко начинают ей следовать. Поэтому для того, чтобы... пытались сыграть уже в общность женщин. Да? Понятно, что эта общность женщин приводит к тем выплескам агрессии самцов и к тому предельно нездоровому режиму взаимоотношений, когда эти взаимоотношения уже дальше невозможны. Да? То есть мы имеем абсолютно идущий в разнос социум. Та норма, то есть семья человеческого сосуществования, при которой может быть и удовлетворена похоть, и может быть создана система, при которой люди становятся реально помощниками друг другу в весьма и весьма жестокой и непростой жизни. Вот это наиболее совершенная система была выработана. Да, она, к сожалению, очень дорого обходится. Она обходится в то, что мозги большинства людей не работают на науку, не работают на развитие, а начиная с определенного возраста, к сожалению, работают исключительно на обеспечение своей самки, своих детенышей, их уюта, предметов быта, аксессуаров и всего остального. Да? Это, скажем так, сразу вырывает огромное количество потенциалов, прежде всего мозговых потенциалов, вырывает из развития. Ну, как выяснилось, и так можно жить. Эволюция ведь такая, сука, она абсолютно бессердечная. По-моему, вы сказали, что любовь к детям основана на желании воспитать подручного того самого подавальщика стакана воды. Ну, это, ваши слова? Да, это хорошо. это мои слова, но это, скажем так, фраза эффектная, но абсолютно не исчерпывающая всей глубины темы и не являющаяся характеристикой для этого, в общем, очень непростого явления. К тому же, когда мы говорим об отношении к детям, мы должны четко регламентировать, о каком отношении, в какую эпоху. Да, вы же прекрасно понимаете, что дети были прекрасной едой в неолите. Да? Тем не менее, мы понимаем, что дети в разное время – это разные понятия. Мы понимаем, что сейчас смерть ребенка – это трагедия, а где-нибудь еще 100 лет тому назад это абсолютная норма, потому что откуда вообще взялась многодетность? Многодетность взялась от того, что детская смертность в России, например, да, я же не говорю про Европу. В Европе она тоже долгое время была нормативной, эта детская смертность, вынуждала иметь семьи по 10 детей для того, чтобы 5 раз стали живы. Да. И, как вы сами понимаете, когда это 5 смертей, отношение к ним немножко другое. Да? Мы понимаем, что когда мы говорим о детях Средневековья, когда мы говорим о детях какой-нибудь Старой Руси, то мы говорим о совершенно других существах, нежели о тех, которые сегодня владеют нашими мыслями. Если мы возьмем цивилизованную, красивую Европу, мы увидим там абсолютно такие же
примеры отношения к детям. Если мы возьмем какой-нибудь Египет или возьмем какие-нибудь Шумеры, мы увидим еще более дикие, поверьте мне, или столь же дикие. Да? То есть отношение к детям – это тоже результат цивилизации, культуры и того самого социально-культурного воспитания, которое мы все проходим. И вот мы получаем 21 век, где ребенок становится объектом поклонения, где ребенок становится культовой вещью, где в ребенка уже принято вкладываться, где никто уже не плодит детей по 10-15 штук, кроме каких-то абсолютно православных семьях, да, где ответственно относятся к этому, понимая, что ребенок, это его одежда, это его воспитание, это его образование, это огромный труд для того, чтобы сделать полноценного человека. И отношение к многодетности остается, многодетность остается уделом либо фриков, либо людей, которые просто попали в такую ситуацию, когда под рукой не было презерватива. А как вы выстраиваете отношения с собственными детьми? Я абсолютно детерминирован веком, в котором живу. Я абсолютно детерминирован своими знаниями, своими представлениями, социумом, обычаями. Потому что современные обычаи – это тоже обычаи. Да? Вот мы видим, что у нас есть абсолютно новое отношение к детям. Да? Хотя бы по количеству развлечений или игрушек. Вот у Павла I, по-моему, было несколько серебряных солдатиков и шар. Да? Это были все его игрушки. Представьте себе маленького Павла I. Представьте себе, если бы он жил сегодня, какие бы… То есть весь… детский отдел Хэрротса, да, был бы в его распоряжении, как минимум. То есть мы видим, что даже и материальная культура вокруг ребенка в каждую эпоху выстраивается абсолютно по-разному. Я производная своей эпохи, да, и для меня нет никакой необходимости преодолевать ее правила, преодолевать ее гравитацию. Мне кажется, довольно разумными те правила, к которым мы пришли в результате, то есть к тактике культа детей. Разумно, конечно, безусловно. Для такой твари, как мы, это достижение. Это реальное достижение. Ведь если наши прапрадеды спокойно в дни голода, когда им не удавалось найти достаточно сытную гнилую тушу, и другую падаль или сожрать ближнего, они тут же брали ребенка и путем несложных операций получали обед, то это действительно изменения. Другое дело, вы обязаны понимать, что эти изменения генетически не закрепляются. Да? И если мы создадим стаю, да, или группу лиц, которых мы будем держать в некой изоляции для наблюдения, да, за тем, что же такое реальный человек, то понятно, что в этой стае или группе отношение будет к детям такое же, как оно было в неолите. С чего вдруг дети, стали культом? Дети это связано с демографией? Нет, это не связано с демографией. Это связано прежде всего с тем, что игрушки очень дорого стоят. Это роскошный бизнес. Культ детей – это бизнес. Это бизнес, приносящий триллионы дохода. Есть, грубо говоря, возможность заработать очень большие деньги. Для этого нужно какую-то из сторон человеческой жизни сакрализировать, воспеть, придумать ее мифологию, а дальше глупый хомо втянется. Но это тот случай, когда эта бизнес-потребность дала, в общем, в том числе и очень хорошие плоды. Медицина ведь это тоже бизнес хороший, да? Но плодами этого бизнеса пользуемся мы все, и они разумные. Это то, что, скажем так, облегчает и украшает жизнь. Поэтому не всегда корыстные, глубоко меркантильные основы у того или иного явления – это плохо. Иногда это очень хорошо.